Привет, гурманы! Сегодня мы погружаемся в нежный и кремовый мир хумуса. Этот ближневосточный рецепт покорил вкусовые рецепторы по всему миру. И нигде мы не любим его так сильно, как в Израиле. В Израиле хумус – это больше, чем просто закуска. Это стиль жизни. Вы найдете его везде, от шумных рынков до семейных обеденных столов. Но что же делает израильский хумус таким особенным? Присоединяйтесь ко мне, и мы вместе изучим историю, вкусы и пользу для здоровья этого культового блюда, а также научимся его готовить и узнаем, какой хумус самый вкусный. Хумус имеет долгую и богатую историю, насчитывающую столетия на Ближнем Востоке. Хотя точное происхождение его неизвестно, ясно, что хумус употребляли в пищу на протяжении многих поколений. Некоторые историки кулинарии считают, что хумус возник в Древнем Египте. Еще некоторые источники указывают на свидетельство его употребления в Каире XIII века. Независимо от места своего рождения, хумус глубоко укоренился в кулинарных традициях Ближнего Востока, особенно в Израиле. Простое, но аппетитное сочетание нута, тахини, лимонного сока и чеснока выходит за культурные границы. Это блюдо, которое объединяет людей, которым наслаждаются как общей закуской, так и полноценной едой. Зайдите в любой израильский продуктовый магазин, и вас встретит огромное разнообразие хумуса. Классический вариант всегда радует публику, но будьте смелее и попробуйте несколько уникальных вкусов. Ищите поострее, попробуйте острый хумус с хариссой или хлопьями чили. Чтобы почувствовать вкус Средиземноморья, выбирайте хумус с оливками каламата и щедрой порцией оливкового масла. Другие популярные варианты включают хумус с жареными кедровыми орехами, хумус с красным перцем и даже варианты с такими уникальными ингредиентами, как свекла или куркума. С таким количеством вариантов найдется хумус на любой вкус. Поговорим о пользе хумуса для здоровья. Хумус – здоровый и вкусный выбор. Хумус не только вкусен, но и невероятно питателен. Нут – основной ингредиент, богат белком, клетчаткой, а также необходимыми витаминами и минералами. Тахини, приготовленная из семян кунжута, содержит полезные жиры, кальций и железо. Сочетание этих ингредиентов делает хумус настоящей сокровищницей питательных веществ, поддерживающей здоровье сердца, улучшающей пищеварение и обеспечивающей организм энергией. В то время, как домашний хумус позволяет контролировать ингредиенты, покупные варианты предлагают удобства без ущерба для питательной ценности. Ищите бренды, которые используют высококачественные ингредиенты и ограничивают количество добавленной соли и консервантов. Хумус лучше всего есть свежим, поэтому проверяйте срок годности и правильно храните его в холодильнике. А как же выбрать идеальную баночку с хумусом? Огромный выбор хумуса в магазине может сбить с толку, но не бойтесь. Вооружившись несколькими советами, вы в мгновение ока научитесь выбирать хумус как профессионал. Во-первых, ищите хумус, который лежит в холодильнике. Это говорит о том, что он свежий и не простоял на теплой полке слишком долго. Затем проверьте список ингредиентов. В состав лучшего хумуса входит минимум ингредиентов: нут, тахини, лимонный сок, чеснок, соль и, возможно, немного тмина. Избегайте брендов с длинным списком незнакомых добавок или консервантов. Так а как же приготовить хумус в 2 счета? Это не вопрос. Просто бросьте в блендер отварной нут, тхину, кунжутную пасту, лимон и чеснок. Взбейте до однородности. Вуаля! Вкуснейший хумус готов за считанные минуты. Так все-таки какой же хумус самый вкусный? Согласно опросам, с большим отрывом лидирует хумус с добавлением целых горошинок нута. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы, берегите себя.